Всем привет! В этом видео я хочу вам показать, как приготовить дома вот такой вот сыр-косичка или чечил. Делать его на самом деле совсем несложно. Получается он натуральный, из домашнего молока и без всяких искусственных добавок. Для приготовления сыра нам не обойтись без специальных заквасок и ферментов. Я пользуюсь Бакстрав. У меня вот здесь видите ферменты и есть специальные закваски, которые придают сыру тот самый вкус и свойства. Оставлю вам ссылочку в описании. Зайдите, посмотрите. Очень классный ассортимент. И закваски действительно недорогие, но очень хорошие. Очень важно для приготовления сыра использовать натуральное деревенское молоко. Мне привозят его по определенным дням на дом. И это сегодняшнее молоко, которое постояло несколько часов у меня в холодильнике. И, как видите, поднялись сливки. То есть вот примерно такой уровень сливок. Для приготовления сыра сливки снимать не обязательно, но поскольку я хочу сделать еще и сметану или сливочное масло, то я сливки снимаю. И дальше мы уже занимаемся пастеризацией молока. Я обычно нагреваю до 65 градусов. Дальше резко кастрюльку опускаю в холодную воду, чтобы как можно быстрее молоко остыло до 32 градусов. Пользуюсь все время вот таким вот термометром. Далее, теперь мне понадобится закваска, которую я буду добавлять в молоко. Закваска у меня вот такая. Сейчас я покажу поближе. Закваска с сыры паста филата. И здесь как раз написано: для приготовления сыров типа моцарелла, сулугуни, качаковала и чечил. Мы с вами будем делать косичку, чечил. Соответственно, на 6 литров нам понадобится пол чайных ложечки вот этого фермента, потому что пакетик здесь рассчитан на 50 литров молока. Здесь много порошочка этого внутри. Если у вас есть мерная ложечка, как у меня, вот такого вот плана, то вы можете рассчитать, добавив половинку большой вот такой вот ложки, либо 5 маленьких вот как здесь вот этих ложечек, как вам удобно. Я воспользуюсь маленькими ложечками. И рассыпаю по поверхности. Через минутку, когда у меня бактерии на поверхности напитались водой, я все как следует перемешиваю. Температуру нужно поддерживать 32 градуса. Если у вас прохладно, то кастрюльку лучше поставить на водяную баню, чтобы молоко не остывало, чтобы в течение всего часа у нас примерно 30-32 градуса была температура. Накрываю крышкой и оставляю, засекаю примерно час. Я подготовила 40 мл кипяченой воды и развожу там, растворяю вот такой вот цичужный фермент, цичужный препарат, для того, чтобы молоко у меня свернулось. На 6 литров мне понадобится 3 маленьких мерных ложечки. Если у вас мерной ложечки нет, то нам понадобится 1/4 часть чайной ложки. Растворяю его как следует. Молоко у нас с вами пастеризованное, поэтому лучше бы добавить в него хлористый кальций. У меня вот такая вот пипеточка, на которой видно сразу миллилитры. И я добавляю на 6 литров 4 миллилитра хлористого. Перемешиваю. Теперь я добавляю растворенный фермент. Он должен весь разойтись. Не должно быть каких-то крошек. Я его вливаю. И сразу как следует перемешиваю. Градусник я сейчас уберу, чтобы у меня не получилась дырка. Останавливаю молоко, чтобы оно не крутилось, не вращалось. И на поверхность кладу чистую ошпаренную капроновую крышечку, для того, чтобы понять тот момент, когда крышечка у меня начнет прилипать и начнет образовываться сгусток. Периодически крышечку мы проверяем как? То есть я ее пытаюсь провернуть. И если вот видите, она уже не крутится,
И это означает, что у нас начал образовываться сырный сгусток, крышечка нам больше не нужна. Обычно на это уходит 15 минут в среднем. У меня прошло 20 минут, и это, ну, можно сказать так, долго. Значит, это время я умножаю на 3 и дожидаюсь образования полного, хорошего, крепкого сгустка. То есть, если у вас прошло, например, 15 минут, может быть, там 12 минут, умножаем на 3. Значит, я умножаю 20 минут на 3, у меня получается 60 минут. То есть, с начала внесения именно фермента потребуется для образования колье и сырного сгустка. То есть мне еще осталось выждать 40 минут. Закрываю крышкой и дожидаюсь. Когда вы выждали время, мы смотрим на наш сгусток, чтобы он у нас хорошенечко резался. Да, все инструменты у нас должны быть чистые и ошпарены. Для этого я как бы разрезаю, и если у меня нож остается чистый, да, то есть видите, вот такая вот как бы порез остается, значит, у нас сгусток готов для того, чтобы мы его разрезали. Разрезаю я сначала вот так вот вертикально. Стараюсь одинаково прорезать. И потом вот в таком положении точно так же прорежу. Перпендикулярно. Из этих кубиков у нас начнет выделяться сыворотка. Мы оставим постоять наш сгусток минутки 2-3 и затем порежем вот в такой вот плоскости. То есть через пару минут я прорезаю сгусток горизонтально. Для этого беру вот такой вот инструмент, у меня шампур. И, собственно, вот так вот провожу, чтобы у меня получились кубики, не столбики, а кубики. Если что-то у нас не прорезалось, ничего страшного. Мы сейчас шумовочкой посмотрим и сильно огромные куски разобьем. Мешать стараемся очень аккуратно, чтобы нам не повредить, не поломать. Кубики были у нас все-таки одинаковые. Теперь при постоянном помешивании нам нужно поднять температуру до 37 градусов. Я подключаю опять свой градусник и начинаю аккуратненько наши кубики перемешивать, следить за температурой. Ну и постепенно они будут становиться все меньше, тверже. Дальше, после того, как мы достигнем нужной температуры, нам нужно будет помешивать еще минут 15-20. Так, чтобы вот эти вот наши сгусточки стали меньше в размере и были похожи на зернышки. Через 30 минут уже видно, что зерно уменьшилось в размере и начинает слипаться потихонечку. Говорит о том, что у нас почти сырок уже готов. Сейчас еще минут 5 помешаю, солью сыворотку и посолю. И теперь мне нужно посолить наше зерно. На мое количество молока я положу 2 столовых ложки соли. И как следует перемешаю. Аккуратненько перекладываю наш будущий сыр в форму. Без гнета оставляю на 1 час. Через час переверну, и он будет у меня самопрессоваться. Через час сыр нужно перевернуть и оставить при комнатной температуре на 10, 12, 14 часов. Набирать кислотность, чтобы он у нас лучше плавился, иначе плавиться он не будет. Переложу его в форму. Сюда. Через 10-14 часов нам нужно проверить, набрал ли сыр кислотность. Для этого мы берем кусочек, отрезаем и попробуем его расплавить. Я буду это делать в микроволновке, так удобнее. Вот так вот выглядит наш сыр.
Ну, форма нам сейчас не важна, потому что мы его сейчас будем все равно переплавлять. Итак, я отрезаю небольшой кусочек и отправляю в микроволновку. Мне нужно посмотреть, насколько хорошо он расплавится и растянется впоследствии. Тем временем подготовлю горячую воду. Если сыр пройдет проверку, значит мы его будем плавить в горячей воде. Ну, у меня, собственно говоря, она нагревается, потому что я думаю, сыр у меня готов. Видите, горячий, и мы можем его растянуть, этот кусок. Видите, как он тянется? Горячо. Ну, короче говоря, плавить его можно. Поэтому, пока у меня нагревается вода, я сыр нарезаю на кубики, так удобнее и быстрее он будет расплавляться. Водичка у меня нагрелась. Сейчас температура 85 градусов. И мы будем расплавлять наш сыр. Для того, чтобы не обжечь руки, я одеваю сначала теплые перчатки, а затем уже одеваю резиновые сверху них. Вот такое обмундирование. Я поделила сыр примерно на 3 порции, сделаю 3 косички. И первую порцию вот этих вот прямоугольничков сырных опускаю в горячую воду. Они у меня должны сейчас начать плавиться. И я буду их растягивать, а уже чуть позже формировать косичку. Вот уже через несколько минут, видите, сыр начал плавиться, образовался вот такой комочек. Но нужно еще его прогреть, чтобы он стал прям однородным, как тесто. Вот, смотрите, потихонечку сыр уже тянется. И я начинаю постепенно его вот прогревая, растягивать в одном направлении. То есть только в эту сторону, в ширину я не растягиваю. Для того, чтобы сформировались волокна. Вот смотрите, сыр очень хорошо у меня растягивается. И примерно 10-15 вот таких вот движений, чтобы волокна наши как следует хорошенечко сформировались. Видите? Вот такая получается красота. После того, как косичку мы сформировали, нужно опустить ее в холодную воду. После того, как косички остыли, нужно их посолить. Использую 20% рассол. И туда опускаю косички на 2-4 часа, может быть 6 часов. Зависит от того, насколько соленый вы хотите получить сыр. Вот такой сырочек у меня получился. Он очень вкусный. И обязательно советую вам приготовить, потому что на самом деле это делать совсем не сложно. Напишите в комментариях, любите ли вы сыр и что еще приготовить, может быть, какой урок хотели бы вы видеть на моем канале. Спасибо вам за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, если еще не подписаны. До встречи!